Друзья, всем привет! Сегодняшнюю самоделку будем делать из бруска 40 на 40, 4 шпилек М8 и набором гаек и шайб. В основном будут пильно-сверлильные работы, и поэтому, чтобы не было скучно, я по ходу изготовления изделия буду давать некоторые хитрости и советы, которыми сам пользуюсь, и они все рабочие. Чтобы не заострять внимание на размерах, я просто потом вставлю картинку с размерами, и вы сможете, поставив на паузу видео, все размеры посмотреть. А для начала необходимо напилить бруски. Делать это буду на торцовочной пиле, но вот первый неприятный момент. Диск оставляет задиры на бруске, и даже подшлифовав этот участок, все равно останутся следы. Я в таких случаях пользуюсь малярной лентой. Просто наклеиваю ее на место распила, и диск уже не так задирает брусок. Вообще предстоит нарезать много деталей одного размера, и уже давно пользуюсь вот таким самодельным упором, сделанным из бруска. Я его подставляю в нужное место и просто прикручиваю к верстаку саморезами. Проще некуда. Так я быстро справился со всеми деталями. Потребовалось 5 трехметровых брусков, из которых остался метр, и мелкие остатки, на которые у меня другие планы. Накопилось много мелких деревянных отходов, которые уже некуда складывать. Печки или бани у меня нет, в мангал столько не нужно. А просто жечь жалко, да и жечь сейчас нужно аккуратно. Говорят, это нельзя просто так делать на своем участке. Поэтому мною было принято решение приобрести вот такой садовый измельчитель Ryobi. Так как был многократный положительный опыт работы с магазином «Все инструменты.ру», решил не изменять традициям и заказал измельчитель там. Вообще, конечно, я его взял не для задач мастерской, а для измельчения веток от деревьев, которые вскоре придется вырезать. Но протестирую я его именно на остатках, и полученную массу попробую применить для обустройства вокруг качелей, чтобы не росла трава. А из яблони планирую наделать щепы для коптильни. Измельчитель достаточно мощный, 3 кВт, и в него влазят ветки диаметром до 45 мм. Еще больший диаметр берут уже измельчители с двигателем внутреннего сгорания, но на них и ценник больше, в 2-3 раза. Поэтому мой выбор пал на эту модель, потому что она самая мощная, да еще и скидка сейчас на нее. Ссылка, где покупал, если что, в описании под видео. Теперь в брусках надо сделать отверстие. Буду делать это на сверлильном станке. Воспользуюсь хитростью и сделаю разметку только на одном бруске. Такие же отверстия надо будет сделать почти на всех. И тут в дело пойдет все тот же упор, который я фиксирую на площадке или платформе сверлильного с помощью струбцин. Теперь можно сверлить. А чтобы не было вот таких задир при сверлении насквозь, советую под деталь подкладывать дощечку или фанерку. Задир почти не будет, и скорость выполнения работы будет достаточно высокая. Размеры и места отверстий будут в чертеже. После того, как отверстия сделаны, я решил сделать закругление на ребрах брусков кромочной фрезой. Но у меня нет фрезерного стола, а обрабатывать бруски, особенно мелкие, просто фрезером, во-первых, неудобно, во-вторых, очень опасно. Поэтому покажу еще один совет или хитрость, что можно сделать в этой ситуации. В большинстве случаев с фрезером в комплекте идет подобный упор. Даже в моем дешевом фрезере он там был. Вот им и воспользуемся. Для этого я прикладываю упор к столу, как на видео,
Фиксирую через отверстие саморезами с шайбами, либо струбцинами прямо к верстаку. А далее фрезой вверх устанавливаю фрезер. Вот и готов мини-фрезерный стол. Для одноразовой работы вполне подойдет. Как раз мой случай. И буквально через 10 минут я получил красивые заготовки. Далее решил обработать бруски обычной морилкой на водной основе. Я часто с ней работаю, и нравится то, что она не токсична, совсем не пахнет, смотрится хорошо и быстро сохнет. Теперь финальный этап сегодняшней самоделки – сборка. Для этого, опять-таки согласно чертежу, продеваю шпильку через отверстие в брусках. Попутно через каждый брусок подкладываю по шайбе. Также и в другие отверстия устанавливаю шпильку. Третью шпильку устанавливаю, заодно соединяя с другими брусками. Может, сейчас не очень понятно, но как только дойдете до этого этапа самостоятельно, сложностей, что с чем соединять, не возникнет. Далее стягиваю бруски до упора. Шпилька немного деформируется, и должно получиться что-то вроде этого. То же самое делаю с другой стороны. Торчащие шпильки спиливаю болгаркой, и теперь можно идти тестировать на улицу. И получилось вот такое складное садовое кресло. Также его называют кресло Кентукки. Сначала мне показалось, что оно какое-то неудобное, но на удивление сидеть в нем очень удобно. Думаю, все дело в правильном чертеже, над которым очень постарались до меня. Кресло оказалось легким, и с ним достаточно просто справилась жена. И дочке понравилось. Придется сделать еще пару таких кресел. Друзья, старался для вас сегодня сделать не только видео, как по чертежу изготовить кресло, но также хотел дать вам советы и некоторые хитрости, которые можно применять при изготовлении подобных изделий. Надеюсь, что-то вам пригодится, и если это так, то ставьте лайк этому видео и пишите в комментах, какие хитрости знали, применяли, а какие нет. А тех, кто еще не подписан на канал, я рекомендую это сделать прямо сейчас и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!